Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас с вами второй урок по рунам и рунным ставам. На первом уроке мы с вами изучали историю рун и первые 3 руны старшего футарка. Мы будем с вами изучать сегодня и поговорим о том, из какого материала руны лучше выбрать для работы с раскладами и для диагностики ваших клиентов и вас самих. И изучим руны старшего футарка с 4 по 6. Вообще, задумываясь о работе с рунами, надо правильно подобрать инструменты для работы. Это для начала. Как я уже говорила в первом уроке, у меня это эпоксидная смола. Вот мои руны, на которых я работаю. Но руны могут быть из любых других природных натуральных материалов. Эпоксидная смола натуральным материалом не является. Это химический состав смол и отвердителя, при смешивании которых происходит полимеризация. Несмотря на ненатуральный состав, это не мешает мне хорошо чувствовать руны и проводить правильную диагностику для клиента. Однако новичкам я все же настоятельно рекомендую приобрести или же сделать самим руны из натуральных природных материалов, так как руны всегда лучше взаимодействуют с оператором, то есть с вами, если находятся в своей стихии, будь то дерево, янтарь, любой другой камень или кость, получая от природного материала дополнительную силу. Давайте сегодня рассмотрим несколько вариантов, из чего можно самостоятельно сделать руны или приобрести их. Это дерево, это камень, это кость, бумага или глина или керамика по-другому. Начнем, пожалуй, с дерева. Почему? Потому что дерево является самым теплым материалом, самым отзывчивым и приятным в работе, как по мне. Более того, каждая порода дерева обладает своей спецификой, и в зависимости от того, какую породу дерева вы выберете для своих рун, она будет давать вам дополнительные ключи к вашей работе с клиентами. Итак, записывайте. Первое дерево – это береза. Береза – это защита рода, плодовитость, удачные новые начинания. Бузина – целительство, защита и процветание. Дерево вяза – защита рода. Вашего рода или рода того, на кого вы делаете расклад или на кого вы делаете рунный став. Дуб – целительство и процветание. Ива отвечает за любовь и гармоничные взаимоотношения. Кедр – это богатство и процветание. Клен – любовь и заключение семейных уз. Можжевельник. Очень часто руны делают из можжевельника. Защита от недругов и недоброжелателей. Защита от каких-то магических воздействий. Орешник. Целительство женского здоровья для тех, у кого проблемы по женской части или по женской чакре сватхистана. Репина – защита здоровья в общем и целом. Осина – защита от негативных магических воздействий и энергетических вампиров и блоков. Сосна – это процветание и изобилие. И, наконец, тис – это защита и придание силы и мудрости. Исходя из этого, вы можете выбрать именно то дерево, которое будет соответствовать вашим целям. Например, у вас может быть кленовый набор рун для вопросов, связанных с любовными отношениями, и осиновый набор рун для защиты от энергетических вампиров и негативных магических последствий. Но главное, опирайтесь на свои ощущения, что ближе вам и к какому дереву тянется душа. Например, если вы знака зодиака Водолей, ваше дерево, там, допустим, клен или вяз, да, вы выбираете дерево себе по душе, из этого дерева делаете самостоятельно руны, либо покупаете. Так тоже очень часто бывает. Но, друзья мои, это не значит, что руны из ивы, которые отвечают за любовь, не будут работать на вопросы из другой сферы, например, денежные, или не смогут ответить на вопросы по здоровью. Просто они привнесут в ваш дом больше теплых взаимных чувств, и, возможно, сам оператор сможет встретить свою любовь или гармонизировать отношения с близкими, часто работая на данном материале. Теперь поговорим о глиняных или керамических рунах, что одно и то же. Глина чем-то похожа на дерево. Некоторые рунологи, правда, против глины, так как считают ее мертвой из-за процесса изготовления, так как глину обжигают в печи. Но на самом деле керамика совмещает в себе все стихии и является наиболее разносторонним материалом для рун. Но здесь есть одно «но». Если хотя бы одна руна вашего глиняного набора треснула или скололась, что очень вероятно, потому что это хрупкий материал, то придется заменить весь набор, потому что была нарушена единая система организма рун. Соответственно, работать со сломанной системой не стоит, чтобы не навлечь на себя беду. В прошлом уроке я вам говорила, что руны воздействуют как положительно, так и отрицательно на оператора. Все зависит от того, как вы взаимодействуете с рунами, уважаете вы их или посредственно к ним относитесь, да, и если руна скололась, то, конечно, рунный материал, на котором вы работаете, да, для рунных ставов, для ваших раскладов необходимо поменять.
Следующий вариант, из чего могут быть сделаны руны, это руны из камня. С одной стороны, камень – это кость земли, яркий представитель стихии, а с другой стороны, не всякий камень подойдет для рун. Есть два основных направления выбора, из какого камня можно сделать руны, если вы будете делать это самостоятельно. Первый камень под каждую руну по отдельности. Для этого потребуются не только глубокие познания в области самих рун, но и умение определить камень и соотнести его с руной. То есть камешки будут выглядеть у вас по-разному, не одинаково. Второй вариант – это набор камешков с одного места, чистого и спокойного, где вы любите отдыхать, допустим, у речки, где вы сможете собрать гальку и сделать из них руны. Этот вариант больше подходит для тех новичков, кто собирается самостоятельно выбрать и сделать руны из камня. Но одно можно сказать про руны из камня точно. Каменный набор является очень мощным универсальным инструментом, с которым нужно уметь обращаться. И если вы наладите связь с каждым камешком, то уже ничего и никогда не нарушит вашу связь, потому что камень всегда настроен на долгую и основательную работу со своим оператором. Следующий материал – это кость. Материал схожий с камнем, но не такой характерный, более нейтральный. С ним работать проще. Однако сделать его не так-то просто. В древности найти подходящую для рун кость было относительно легко, но сегодня это довольно сложно сделать. Более того, животное, из кости которого впоследствии изготовляют руны, должно было быть убито по определенному ритуалу или обряду, чтобы руны потом не переняли качество самого животного, не стали пугливыми или попросту глупыми. Глупые руны, такое тоже бывает, друзья. Однако костяные руны – это хороший помощник, покладистые, открытые, с ними довольно легко наладить контакты, с ними довольно легко работать. Точно так же, как и с камнем, если вы с камнем наладили работу, точно так же и с костью. Если вы с костью наладили работу, то они будут служить вам навсегда, пока не сломаются или пока вы не забросите их в долгий ящик. Следующие руны – это бумажные руны. Ну, это самый простой и дешевый вариант изготовления рун, как вы, наверное, уже поняли, но самый ненадежный. Почему? Потому что бумага легко портится от множества воздействий природы, от влаги, от огня, от тепла, и можно просто порвать эти руны нечаянно. Иногда бумажные руны используют для самих обрядов, где инструменты из рун нужны на один раз как раз-таки, да, используете, потом убираете их по определенному обряду, сжигаете или выбрасываете. Также с бумажными рунами не очень легко работать, так как они отображают информацию компактно, сжато, и чтобы получить новую полную картину, нужно каждый раз перекладывать руны и перекладывать, возможно, из другого футарка, из другого мешочка. Поэтому я вам сразу рекомендую сделать те руны, которые не будут рваться, не будут теряться, и которые более глубоко ответят на ваши вопросы и на вопрос вашего клиента. Ну, с каким материалом работать лично вам, это дело, конечно, каждого, к чему лежит душа и что ближе вам по материалу, с тем и работаете, друзья. А прямо сейчас мы с вами продолжаем изучение старшего футарка. На прошлом уроке мы изучили 3 руны скандинавского старшего футарка. Это руны Феху или Феу, Урус и Туристас или Турисас. Сегодня обучение мы начинаем с 4-й руны старшего, младшего и англосаксонского футарка. Это руна Ансус. Давайте мы с вами уберем все то, что лишнее, чтобы не мозолило нам глаза и не мешало смотреть на конкретную руну, которая нам необходима сейчас. Это руна Ансус. Вообще Ансус очень похож по правописанию на Феху, наверное, сразу можете заметить, да, только 2 палочки смотрят вниз, а не наверх. Значение руны Ансус глубоко и многопланово. Часто ее называют руной магов, провидцев и даже богов. Притом имеет готическое происхождение Ансус, так как Ансус – это общепринятое название со скандинавского языка, норвежский, старонорвежский, исландский языки. Ансус именуется как Ас и восходит, соответственно, к одноименной форме, обозначающей жителей Асгарда, то есть богов Одина, Хеймдаля, Фрейга и так далее. Ансус – руна знаний и красноречия. Это руна мудреца, она указывает на взаимодействие между человеком и человеком в контексте учитель-ученик, то есть дает вам знания. Вы черпаете эти знания с этой руны, если ставите ее на себя или на клиента. Либо между человеком и асом, то есть богом. Часто человека, знатока в своем деле, называют асом, говорят «ты ас в своем деле». Это как раз берет свои корни с руны Ансус. Руна Ансус этимологически связана с верховным асом, богом Одином. Здесь у нас как раз изображен бог Один, явивший нам руны, с великим мудрецом и великим учителем.
В руне Ансус проявляется ее многоплановость. Она действует на всех уровнях жизненного развития. Эмоциональном, что обозначает интуицию и наше сверх-я. Духовном, прозрение, понимание. И материальном, живое общение между людьми, процесс передачи знаний. Обратите внимание, что значение руны Ансус не стоит сводить только к магии, как к сугубо эзотерическому процессу или понятию. Ансус воплощает в себе научные принципы и прогресс как таковой. Это руна обучения, наставничества, навыков, специальностей и таланта. Это знание как универсум, относящийся как к магии, так и к науке. Руна обучения и знаний Ансус. Черпайте знания от этой руны, друзья. Следующая руна у нас на сегодня – это руна Райду. Руна Райду. Символ старшего футарка, ассоциирующийся с движением и прогрессом. Не зря у нас здесь нарисованы лошадки и люди, скачущие верхом. Если мы обратимся напрямую к названию руны, то оно будет расшифровываться как езда. При этом здесь имеется в виду не только непосредственно верховая езда или процесс перемещения, но и сама дорога или путь. Поэтому можно сказать, что в первую очередь значение руны Райду будет связано с путешествиями или поездками. И в большинстве ситуаций, если вы делаете расклад на рунах и вам выпала прямая руна Райду, то поездка, которую предвещает руна, будет максимально удачной, успешной и приятной, если, конечно, по соседству не оказалось плохих символов, сулящих неприятностей, или руна Райду не оказалась перевернута. Однако, как и прочие руны старшего футарка, Райду имеет более обширное символическое поле, то есть значение. Так, например, она может обозначать духовные поиски, когда человек ищет себя, ведь определение своего жизненного предназначения – это тоже своеобразный путь и своеобразная дорога. Часто руны необходимы человеку в те моменты жизни, когда он оказался на распутье и только думает о том, чтобы что-то изменить в своей жизни и не может выйти из зоны собственного комфорта. В этом случае руна нужна, чтобы подтолкнуть мягко и подсказать, чтобы человек не бросал свой путь, а продолжал следовать своим планам. Значение руны Райда словно напоминает нам о том, что всегда нужно что-то менять, пусть даже эти перемены будут на первый взгляд совершенно незначительными. Малые изменения всегда притягивают за собой большие. Ну, например, мы можем с вами отказаться от кофе. Можем же? Можем. В пользу чая, например. Что значительно и положительно скажется на работе нашей сердечно-сосудистой системы, работе головного мозга, выносливости и нервной системы. А это значит, что мы будем лучше чувствовать себя, поднимается наше настроение, самооценка и улучшается качество жизни. А ведь, казалось бы, мы всего лишь отказались от кофе, а перемены уже не заставили себя ждать. Поэтому важно понимать, что любое изменение влияет не только на одну жизненную область, но и на другие. Любые перемены всегда происходят комплексно. Важно понимать, что у любого пути есть цель, а достигнуть цели можно только в движении. И поэтому руна Райда указывает на ваш личностный рост, на ваше личное движение. А еще важно осознать, что собственное отношение к процессу, передвижению, оно тоже очень важно для любого человека. Райда неспроста связана с символом лошади. Говорят, что если отпустить вожжи, то лошадь сама найдет правильный путь. Можно сказать, что руна призывает нас включить свою внутреннюю мудрость, довериться тем силам, что нас ведут. Тогда на нашем пути будет множество открытий, приятных неожиданностей и удивлений. Друзья мои, это руна Райда, руна путешествия, руна вашего личностного роста. И поднятия настроения в том числе, да? Руна Кану или руна Кеназа. Неважно, как вы ее назовете, Кана Кинас или Кинас Кана, перевод будет один и тот же. Это факел, огонь, который никогда не гаснет. Значение руны Кана сводится к образу сияния, причем имеется в виду не физический огонь, а его художественные аспекты. Пламя, страсти, творческое горение, огонь веры и надежды. Кана озаряет путь жизненный, духовный, творческий. Это многоплановый образ с чрезвычайно мощным потенциалом, друзья. Это руна Кана. Вместе с руной Кана перед человеком открываются новые двери, и у него достаточно энергии для того, чтобы воспользоваться полученными возможностями. Руна рекомендует не бросать начатое и доводить дело до конца, точно так же, как Райда, но немножко по-другому. Если вы делаете
расклад на рунах, этот знак говорит о благоприятных переменах. То есть Кану, она не совсем подталкивает человека, она сама ведет его к цели. Да? Это руна исполнения желаний. А если вы зажжете свечу с руной Кану, то, загадав желание, оно обязательно исполнится, друзья. Тьма вот рассеется, а вам станет ясно, куда двигаться дальше. Кстати говоря, у нас есть обрядовые свечи, которые мы сами заливаем. Это свечи заговоренные. Свеча с руной Кану также есть у нас, и неоднократно было проверено на мне и на моих клиентах. Зажигая руну Кана, зажигая свечу с руной Кана и загадывая какое-то определенное желание, которое очень хочется, чтобы оно исполнилось вот-вот, оно исполняется всегда в течение полугода или года, если желание достаточно сложно воплотить в жизнь вот-вот, да, сразу. На сегодня наш с вами урок подошел к концу. На следующем уроке мы с вами узнаем, как правильно хранить руны, материал, с которыми вы работаете, есть ли необходимость чистки рун или рунической колоды после каждого расклада, как заряжать руны и колоду карт для работы с высшими силами, а также изучим следующие 3 руны старшего футарка. Надеюсь, урок оказался для вас полезным, друзья. До скорых встреч, до следующего урока. Я вас очень люблю.